Всем привет! Мы сегодня вышли в поисках буз. Хотим бузы поесть, но время уже у нас почти 8, и все бузы, которые мы знаем, закрыты. Вот ходим, ищем. Мы сейчас идем в сторону Восточного перекрестка. В Улан-Баторе есть два крупных перекрестка, это Западный и Восточный. Но когда дойдем до перекрестка, направо будет район Жуков. Там есть русская церковь, памятник Жукову. Там есть офис кондитерской «Милая». Она по Улан-Батору везде есть. Вот там вроде как много русских живет. Здесь очень такая оживленная улица. Здесь вот Пицца-хат. Пицца-хат через дорогу. Тут есть KFC. Еще здесь есть Fix Price. Вот лотерея. Это корейский Макдональдс. Ну, вроде так говорят, не знаю. Мы там ели. Немножко островато. Ну, в принципе, вкусно. Центр Молл. Мы там редко бываем. Один раз, наверное, за год. В принципе, в любом торговом центре есть все то же самое. Сегодня морозно у нас, прям вечером что-то холодно. Вчера было -6, а сегодня прям минус такой. Вот у нас есть пирожки, а здесь пирожки. То есть переходишь, заказываешь, и тебе пекут. Ну, мы там не покупали, но я туда заходила. Вот есть бузная, цицгенбуз. Это цветочные бузы переводится. Вроде как. Если я не права, поправьте меня. А мы идем в Томбуз. В Томбуз там написали, что это лучшие бузы. Прям хорошую отметку поставили. Мы уже сделали заказ. Больших буз нету, там это большие бузы, джиджик маленький. Мы взяли джиджик. Салат. Бетсиный салат это с капустой. Кафе небольшое, но по отзывам в Гугле стоит 5. Типа, говорят, самые очень вкусные бузы здесь. Суйван. Привет. Цыпану. Вот какие супы есть. Это бенштей, это пельменный суп. Гурилта это с лапшой. А это... банш махтайца это... Ну, типа смесной чай переводится, если дословно. Я немножко не знаю, как это. Вот нам принесли бузы. Традиционная форма это форма юрты. Вот. Форма буз традиционно идет в форме юрты. С 33 защипами. Но сегодня у нас вообще какая-то другая форма. Наверное, облегченный вариант. Бузы едят руками, откусывают и выпивают сок. Так же, как и хинкали, также едят. Берут за хвостик, откусывают и выпивают, да, едят. В Китае мы как едим? Бантоны, баодзы. Мы панкин, да, в основном едим? Ну, тоже там руками, я уже не помню. Вот. Это очень вкусно. Мы уже едим, уже не первый. Текет аж по рукам. Очень много сока.
тарелка в соку. А как правильно сказать? Соку или в соку? Соку. Собственно, да. Мальчик нам хочет в блог. А, на моем лице. Камера на моем лице сейчас. Да пойди поиграй. Вот смотри. О, помахай. Ты себя не знаю, можно начинать чужих детей, да? Нет. О, Женя вышел. Проходи, Нет. посмотри, что у меня там. Ты помнишь Алёшку? Он такой... Это был. Угу. Очень. Игривый. Орал. Слушай, не вообще что нет. Мама-то. Бузы – это традиционное монгольское блюдо. Оно делается из рубленого мяса, говядина и баранина, но сейчас уже делается на современный лад. Мы даже ели вегетарианские бузы, или, как правильно говорить, веганские бузы. Мандухаус. Веганские бузы продаются. Веганские или веганские, не знаю, как ударение правильно говорится. Потом и тонкое тесто. Делается в форме юрт. Но сегодня мы не в форме юрты едим. И форма юрты, там 33 защипа делается. И сверху небольшое отверстие, чтобы при готовке пар выходил через него. Ну, это такие, в Грузии финкали, в Китае баоцзи, вонтон, у нас манты. Так же, как мы на все праздники готовим, здесь то же самое. Так можно есть, и можно есть по праздникам. У меня уже, честно говоря, жир на губах застывает. Они немножко подостыли. Это из баранины, очень жирные. Вот сейчас на тарелке видно, да, как жир застыл. Вот немножко вот еще не застыл, а вот уже все. Мясо вот оно уже никуда не упадет. Это вот такое свежее мясо здесь, очень вкусное. Для меня вначале вообще было очень удивительно, потому что у нас мясо к нам привозили домой, оно все замороженное. У нас такого вообще не было. Мороженое, перемороженное, пока до нас доедет. А тут просто, да, вон на глаза застывает. Капелька уже осталась. Очень жирно, поэтому я всегда здесь ем мясное с горячим чаем. Я не могу холодным запивать. Я когда ем бузу, я всегда беру салат с капустой. Капустный салат. Кстати, здесь салаты. Есть у нас оливье, винегрет с морковкой. Морковка с чесноком. Вот и капуста. Ну, овощной, понятно. То есть это все салаты, которые наши. Мне близка здесь кухня, потому что в основном мы тоже такое, да, едим. Макароны, мясо. Такое в разных интерпретациях. Салаты, супы, в принципе, можно всегда поесть. Салат есть с капустой, с лапшой. Ну, такой самый, да, популярный. Какой еще салат мы едим? Самый такой. Ой, суп. Ну, это с лапшой суп. Ну, с пельменями мы не едим. Овощной. Это же не овощной. Ну, и обычно я с капустой, да, беру салат. Куриный. Ну, да, он. Есть. Это мы спорим с мужем, что никто не ест бузы руками. Дяденька кушает, он сидит, вилкой ест, да. Ты прав. Руки, может быть, чтобы не пачкать.
Бетта, закрывай, холодно. Come on, говорит. Вот мы сейчас были, Томбуз. Бузы очень вкусные, 10 из 10. Хотя они сказали, что больших буз нету, есть маленькие, но это были очень большие для нас бузы. Я съела 5 штук, я просто объелась. Ребенок у меня младший, мясо не ест. В основном мы всегда... Он ест либо рис, яйцо вареное, ну, либо какой-нибудь супчик с лапшой. И то, опять же, лапшу выбирает и кушает. Ну, в принципе, у нас нету проблем накормить ребенка. Вот это Сгэн бус. Мы сюда не ходили. Не знаю, ничего не могу сказать. Я думаю, что здесь тоже вкусно. Что здесь есть? Фитнес-чикен, говядина, свинина. Нет, извиняюсь, это ресторан какой-то Роял. Не знаю, где он. Можно пиво пойти попить. Бильярд напротив. Магазин электроники. Ты надень перчатки. Женя. Корейский ресторан. Это донер фастфуд. Это не корейский. Кофе. Корейский кофе и бар какой-то. Очень холодно сегодня. Минус, наверное, уже 20. Караоке. Если вы были в Улан-Баторе, вы, наверное, замечали, что очень много караоке. Караоке, спа, очень музыкальная нация, да, монголы, они очень любят петь. В принципе, они поют всегда и хорошо. Не раз замечала, молодые люди просто идут, там поют песню или стоят, что-нибудь, какой-нибудь мотив напевают. Один раз мне муж рассказывал историю, он ехал с командировки, 12 часов, это он с юга Монголии ехал. И водитель, в принципе, нашего возраста, молодой. И куда-то сейчас. И были проблемы с интернетом, ну там, не везде ловила. И он на протяжении 5 часов пел песни. Ну, то есть как бы это считается нормально у них. У нас как-то ты будешь озираться, да, думаю, там, что на тебя косо посмотрят. А здесь нет, это вообще вполне нормальные вещи. Может любой человек просто стоять там и запеть песню. И никто на него не будет смотреть там косо как-то. Наоборот, это даже как-то умиляет. Еще что меня очень удивляло по приезду, сейчас я уже, конечно, привыкла, это аптеки. Вот, пожалуйста, Азия Фарм, студия и Минсан. Аптека 24 часа работает. Вот в одном здании 2 аптеки, да? У нас такого нету, я не видела. Ну, в моем, по крайней мере, в родном городе. Корейская какая-то еда. Но здесь очень острая, прям все красное, огнем горит. Но я такого острое не смогу съесть. У нас во дворе аптека за домом, рядом и еще рядом. То есть у нас вообще сразу на нашем клочке 3 аптеки. Еще что хотела показать. Вот на той стороне есть Писимол. Надпись горит, ее не видно. Писимол — это там товары бытовой техники. И вот тут же Арина. Здесь тоже бытовая техника. Мы, кстати, здесь покупали, мы холодильник покупали в Арине. Цены вообще недорого, кстати.
по сравнению даже с тем же PC Mall. Там еще Лилия есть магазин BSB. Просто... еще есть магазин вот Next. Но у нас его здесь на районе нету. Мы там много тоже что покупали. Посудомойку купили. Морозильный ларь. Морозильный ларь стоит 8 тысяч. Мы такой небольшой купили объем. А я посмотрела в ДНС, такой же стоит 30. Вот BSB, обычно у него желто-синие вывески. PC Mall красный, BSB желто-синий, Арина желтые, красные буквы на желтом фоне. О, Next не помню. Next там еще... кстати, Next есть вот, что я говорю. Вот там вот этот торговый центр, там был Next. Точно. Значит, в Next мы купили морозильный ларь. Он стоит 8 тысяч. В ДНС я посмотрела. Точно такой же стоит 30 тысяч. Посудомойка Видео. Тоже мы взяли за 25 тысяч рублей. У нас она уже стоила где-то под 50. Но разница была, честно говоря, так, на 15 тысяч больше. Вот магазин Дархан Минш. Тут можно купить дубленки. Вот здесь тоже донер кебаб. Очень вкусно здесь. Там, кстати, большие порции и недорого. И что мне не понравилось, у них не было вытяжки, или она у них не работала. И мне потом просто все вещи воняли дымом, этим жареным. Невозможно было. В некоторые кебабные приходишь, спокойно там сидишь, они готовят, у тебя вещи вообще не пахнут. А в этой просто невозможно было. Вещи... Ой, сколько очень. Вещи так воняли. Я сказала, что больше туда не пойду. Еще здесь очень много стоматологий. Они тоже на каждом шагу есть. Вот где сейчас будет? Вот аптека, вот же, опять же. Раз аптека, и вот вторая аптека. То есть две сразу. Конкуренция у них. Вот две аптеки, значит. Стоматология. И сейчас на углу тоже будет еще стоматология. Она, по-моему, которая работает 24 часа в сутки. Меня спрашивают в комментариях, сколько здесь стоит стоматология. Ну, вообще она стоит здесь недорого. Значит, у нас в России ты приходишь, допустим, отдельно платишь за снимок КТ, отдельно платишь за консультацию, да, первичный осмотр. И там уже дальше у тебя лечение идет. Анестезия у тебя тоже всегда отдельно идет. Допустим, дети у меня ходили здесь к стоматологу. У старшего ребенка, допустим, стоило сколько там, 80 тысяч, а у младшего 60 тысяч тугриков. Независимо вообще, делали анестезию, не делали анестезию. Все, одна сумма была. Сейчас дети у меня ходят, наш врач, она переехала, нам как бы неудобно ходить с ней. И мы пошли там, куда мы ходим. Вот, сегодня мы заплатили, так, старший ребенок у меня, без анестезии у нас было лечение, 95 тысяч именно за лечение. Написано была пломба, 95 тысяч. Ну, а младший 30 тысяч, ему просто был осмотр произведен. Вот. Потом сделали мы, кстати, ребенку снимок КТ. И еще сделали еще какой-то там панорамный сбоку. Не знаю, как это правильно называется. Полечили, на прием, да, сходили. За все мы отдали около 4 тысяч рублей. У нас просто диагностика была у ортодонта. Вот 2 снимка, консультация ортодонта и еще лечение. Обошлось нам около 4 тысяч. Ну, вообще это недорого, я считаю. У нас в России, конечно, дороже. В России придешь на прием, один зуб, помню,
5000 рублей стоил. Все. Не меньше. Так что вот. Здесь можно спокойно лечить. Я хожу в клинику. В принципе, мне пока все устраивает. А если кому-то надо, напишите. Я обязательно напишу в комментариях, какая клиника. Спокойно там есть врачи, которые, конечно, разговаривают по-русски, но через переводчик спокойно можно общаться. Я пользуюсь чатом GPT, потому что Google переводчик, он очень плохо переводит. Вообще, там несуразица полная. Поэтому чат GPT, кстати, очень выручает. Никаких проблем, в принципе, у меня не возникало. А вот еще здесь есть Hard Rock кафе. Это очень иностранцы любят. Русские туда, я знаю, ходят много. Такое популярное место среди россиян. Кстати, здесь на 3-м этаже есть, открыли Зару. Причем такая Зара, она красивая. Очень такая, как такой стиль называется? Готический стиль. Но там висели половина вещей Массимо Дутти, половина Зары. Такие платья все необычные. И, конечно, на повседневку ты там не оденешь. И оформление очень такое красивое было. У нас уже елки ставят вовсю. Все украшают. Уже давно начали украшать. По окнам тоже смотрю. Во многих домах ставят елки. Мы еще, кстати, не ставили. У нас потому что ремонт. Сейчас немножко это и поставим. Гирлянды вовсю вешают. Елки ставят. Вот. Ну, не во всех, конечно, на квартирах, но во многих. Вот. Прям уже чувствуется новогоднее настроение. Я, кстати, в стоматологию хожу вот здесь недалеко. Здесь этот японский ресторан, куда мы ходили, кушали. На маникюр я здесь хожу. В принципе, в моем райончике все есть, если что-то мне надо. В пешей доступности. На такой чудесной ноте, с елкой. Говорю вам всем пока. Мы сейчас пойдем домой, уже надо с собакой гулять. Уже надо мыться и спать ложиться, завтра в школу. Кому-то на работу. Спасибо моему мужу, что мне не надо на работу сейчас ходить. У меня 2-й декрет, можно так сказать. Я 1-й раз в декрете сидела 3 года. Сейчас по факту тоже сижу с младшим ребенком. Очень, кстати, хорошо. Мне нравится. Всем пока. Пишите, может, какие-то вопросы задавайте. Если я знаю, я, в принципе, всем отвечаю. Вот как меня про стоматологию спросили, я человеку написала. Ну и сейчас немножко вам тоже рассказала. Если что-то хотите больше узнать, пишите. Я, в принципе, всем отвечаю. Все. Всем пока. До скорых встреч.